Всем привет! Сегодня я снимаю свой первый влог. Надеюсь, он получится не ужасным. Я хочу помыть машину, сходить на кладбище, и сейчас мы посмотрим, как строить новую развязку рядом с моим домом. Сейчас я стою в очереди, очень большой очереди. Стоять буду долго, потому что все после зимы хотят помыть машины. И я тоже хочу помыть машину. Она настолько грязная, что уже страшно на нее смотреть. Как вы видите, я пришла на кладбище. Наверное, кажется странным, что я сюда решила сходить. Но мне просто интересно. Интересно было. Это историческое кладбище, то есть здесь больше не хоронят людей. Так как я вам не сказала, я живу в Красноярске. И это кладбище было основано здесь в 1908 году. И в 1900, по-моему, 58 закрыто для захоронения. Вот. Мне кажется, интересно посмотреть, как выглядит кладбище, своеобразно в России. Очень раньше были популярны вот эти пластиковые цветы. Я их терпеть не могу. Моя бабушка никогда их не любила. И на могилу ей мы не ставили. Ставят разные памятники. Абсолютно. Аделя, красивое имя. Надеюсь, никто не подумает, что это кощунство какое-то. Что я вот так снимаю могилы людей незнакомых. Я считаю, что мне бы было приятно, если бы ко мне кто-нибудь пришел на могилу. И вообще русские любят ходить на могилы к своим родственникам. Сейчас будет Пасха, это время, когда русские, верующие, не обязательно верующие люди, ходят на могилу к родственникам, убирают листву старую, может, что-нибудь садят. Любим садить деревья, как вы видите, очень. Видите, здесь заборчик, и там дорога уже проходит совсем рядышком. Как видите, оградки везде. Так вот. Есть без оградок. Это очень старый какой-то неизвестный памятник. Мне кажется,
Так хоронили в годы гражданской войны. Такими памятниками. Еще сейчас поищу. А вот есть такой. Такие памятники, они наверху был, если видите, крест. Нет, не крест. Почему крест? Звезда. А вон я вижу. Такие памятники. Мне кажется, вот видите, вот посрединке стоит. Вот здесь еще с красной звездой. Прямо захоронение. Сосна растет. Здесь очень умиротворяюще. Такие есть столики, то есть можно прийти, посидеть, поговорить со своим родственником, предком и поесть, да. Ну, не пикник сделать, ну, можно и так его назвать. Смотрите, очень красивый могил, не знаю, видно, прозрачный, там внутри цветы. Пластиковый, опять же. Тут кто-то тоже похоронен. Как бы мне отсюда выбраться? Видите, они ставят просто очень-очень близко. Видимо, сначала было маленько, потом сделали пошире, так как кого-то похоронили рядом. И теперь здесь не пройти человеку. А потом как-нибудь съездим на могилу к моей бабушке, хотя там так страшно. Ну, в том смысле не убрано. Возможно, я не буду вам ее показывать. Вот. Тут остатки, видимо, ветром принесло какой-то мусор. Птичка. Ворона. На этом месте также были захоронены японские военнопленные после Второй мировой войны. Те, которые умерли и не успели вернуться домой. И правительство Японии где-то в 90-е годы они постепенно вывезли останки. И где-то здесь должен быть памятник. Смотрите, вообще очень старые. Просто дерево какое-то. Деревянный помост и все. Вот такой. Ну-ка посмотрим, что это за человек. А тут вот место пустое. Видимо, кого-то. Хоть не видно. Иван. Сейчас мы... Тут есть калиточка, но я перешли. Уже это... Иван Юлианович Витковский. В 1935 году умер. Давно, как говорю. Очень старый. Тут такой подзахораниватель на кому-то к родственнику. Дело в том, что у нас в Красноярске есть проблема. У нас нету мест, где хоронить людей можно было бы. Посмотрите, захоронен участник Великой Отечественной войны. И разрешают, если вы родственники были при жизни, после смерти тоже родственники, вы можете, предоставив документы о родстве, о замужестве, быть захороненными рядом. Вот, смотрите, очень интересно тут в проходе буквально. Что же там написано?
Здесь покоится дочь наша. Дальше трудно разобрать. 1919. Это год рождения, не могу понять, очень не видно, уже очень старый камень, видимо, в этом оказался он посередине. Случайно. Так вот, это место разрешают подзахоранивать. И крематорий у нас тоже большими проблемой, не могут все никак построить его. О, кстати, посмотрите, после того, как вы устроите пикник со своими мертвыми родственниками, вы оставляете им еду. Ну, можно еду, которая сгниет, или кто-нибудь скушает, там птички, ну, неважно, что вот захотите оставить, хлебушек может. Вот. О, смотрите, как красиво. Искусственные цветы, когда сделаны нехорошо. Видите, земля совсем не уходит. Меня это очень волнует, потому что у нас у бабушки тоже так, земля не уходит. И мы хотим что-нибудь там сделать, но не можем. Некоторые делают даже вот так, смотрите, все просто покрывают. Мне так не нравится. Так не нравится. О, смотрите, что-то... Смотрите, уважаемые жители. Так, аккуратно сейчас, но не хочу наступать. В молодежном волонтерском движении Октябрьского района ведутся работы по реставрации воинских захоронений. В случае, если вы родственник, либо знаете родственников, пожалуйста, позвоните. Видимо, да, помогает восстанавливать могилы, реставрировать их. Вот смотрите, еще вот такой очень традиционный, видите? Так вот в старину делали. До прихода советской власти. Да, такой деревянный крест и домик сверху. Ну, непонятно, кто это. Это более поздний, видимо. Вот еще такие же. Ох, как же тут пройти? Вот такие традиционные кресты. Вот тут мы проходили железо. Из железа просто крест делал. А вот сейчас ставят такие кресты. По идее, он должен сгнить. После этого можно ставить любой другой памятник. Так, по христианским обычаям, насколько я знаю. Но люди так не делают. Кому как хочется. Видите, как очень красивый. Ну ладно. Мы немножко... Если я найду еще что-нибудь интересное, я вам покажу. Пока включаемся. Настало время поговорить, почему мы здесь, я и вы, кто я и почему решила создать этот канал в конце видео. Класс. Меня зовут Мария, я живу в Красноярске, в России, в Сибири. Какое-то время назад я начала учить французский, и я нашла канал на YouTube, где девушка делала влоги, просто разные видео на французском с субтитрами.
для тех, кто желает изучать ее язык. Я обязательно оставлю ее ссылку, если кто-то изучает французский также. Я очень давно смотрю YouTube, я очень давно его люблю. И где-то в конце прошлого года мне пришло в голову, а почему я не могу хотя бы попытаться начать делать что-то интересное. Я всегда увлекалась чем-то творческим, и мне очень хочется что-то нести в мир, что-то хорошее, рассказывать о том, что я узнаю. К сожалению, я понимала, что смогу начать это только весной. Вот весна настала. С весной, к сожалению, началось нечто ужасное, что я очень тяжело переживаю. Я не сильно могу говорить об этом, так как наше государство запрещает это делать. Но я все же решила не останавливаться. И пока в нашей стране есть YouTube, и я имею к нему доступ, я могу как-то выкладывать видео, я решила все-таки начать это делать. Привет всем 5 людям, которые смотрят это видео. Очевидно, это вот мои друзья. Но если вы случайно попали на мой канал, то всем привет. Я очень вас здесь рада видеть. Надеюсь, что вам захочется остаться, подписаться. Надеюсь, эти видео будут вас умиротворять, рассказывать что-то новое о русском языке, о русской культуре, если кого-то еще это интересует. Всем спасибо, всем пока. Пока. Всем привет. Сегодня я снимаю свой первый влог. Нет, не снимаю. Господи, да почему вы все ходите-то? Я не могу понять, что вам надо.